Всем большой привет, дорогие мои! Сегодня я приготовлю очень красивые тигровые булочки. В миску я отправляю 2 чайных ложки дрожжей сухих. Сюда же добавляю 200 мл теплого молока температуры тела, 2 столовых ложки сахара. Перемешаю. И дам этой смеси постоять 5 минут, чтобы дрожжи хорошо разошлись. Теперь беру одно яйцо комнатной температуры и вот так вот вилочкой просто его взбиваю до однородности. Отправляю и все вместе перемешиваю. Дрожжи, как видите, уже разошлись. Теперь добавляю сюда чайную ложку без горки соли. Снова перемешиваю. И теперь буду замешивать тесто. У меня здесь 400 граммов просеянной пшеничной муки высшего сорта. Я отправляю большую часть, оставляю совсем немного, потому что качество муки каждый раз может быть разным, и поэтому может получиться, что муки понадобится чуть меньше. Замешиваю тесто. Поверхность и руки хорошо припыляю мукой, которая осталась, и перекладываю сюда тесто. И буду вымешивать его минут 10. Я вымешиваю уже 10 минут. У меня вошло все 400 граммов муки, но при этом тесто очень мягкое и податливое. Больше я муки не добавляю. Тесто слегка липнет. И сейчас мне нужно ввести 30 граммов мягкого сливочного масла. И продолжаю замешивать. Теперь тесто будет липнуть меньше, потому что оно будет в жире. Как видите, тесто вобрало в себя все масло, и поверхность чистая, нет ни остатков ни теста, ни масла. Оно очень мягкое, эластичное и податливое. Теперь я беру миску, смазываю ее небольшим количеством растительного масла, дно и стенки. Тесто округляем. И теперь я кладу его в миску, накрываю пищевой пленкой. И теперь тесто я отправляю в теплое место. В моем случае это духовка. Я ее прогреваю до 50 градусов, потом отключаю и ставлю туда тесто, чтобы оно там отдыхало. Также для булочек нам нужно сделать еще рисовое тесто. Я отправляю 200 мл воды теплой, но не горячей ни в коем случае. 2 чайные ложки дрожжей сухих, 2 столовые ложки сахара и половина чайной ложки соли. И 2 столовые ложки растительного масла. И также здесь у меня рисовая мука, приблизительно 200 граммов. Ее может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть сейчас по консистенции. Добавляю ее в воду и все хорошенько перемешиваю. Не добавляйте сразу всю муку, как это сделала и я. У меня получилось достаточно густовато. Я добавлю немножко воды, где-то миллилитров 10-15. И сейчас посмотрю, какая консистенция будет у теста. Оно и должно быть густым. Его нужно намазывать сверху на булочки, но оно должно быть таким плотным достаточно. Вот, мне кажется, еще совсем чуть-чуть. И хорошая консистенция. Так. И это тесто теперь накрываю пищевой пленкой и оставляю на 15 минут, чтобы оно отдохнуло. Тесто, вот посмотрите, как прекрасно подошло. Уже поверхность я смазала растительным маслом и перекладываю сюда аккуратно тесто. Разделяем на 6 частей весом приблизительно 110-115 граммов. Теперь берем тесто и вот так вот складываем его вовнутрь, формируя булочку. Булочки оставляем отдохнуть на 20 минут, а мы тем временем займемся рисовым тестом. Не добавляйте сразу всю рисовую муку. Вот такое вот должно получиться тесто. Оно густое, но при этом, вот смотрите, достаточно текучее и спадает с лопатки. И теперь намазываем рисовой пастой, рисовым тестом, вот так вот, достаточно толстый слой. Знаете, как кремом сверху намазываю.
Вот такие вот красавицы получились. Теперь их нужно выпекать приблизительно 20-25 минут при температуре 180 градусов. И еще я хотела сказать, что у меня осталось немного рисового теста, поэтому не добавляйте, так как я сразу все 200 грамм, может уйдет приблизительно 170 граммов на 200 миллилитров воды. Смотрите по консистенции теста. Вы посмотрите, какие красивые булочки, я просто в восторге. Вот этот верхний рисовый слой, он получается очень хрустящим, но внешне это просто, конечно, непередаваемо красиво. Ну и давайте одну разрежем. Слышите, какая корочка? И вот какая булочка внутри. А теперь послушайте, какая она хрустящая. И очень вкусная. И красивая. Прекрасные булочки на праздничный стол или для сэндвичей, бутербродов, бургеров. Очень красиво и очень вкусно. Я надеюсь, что вам понравилось это видео и вы поддержите меня лайком. Не забывайте также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать все наши новые видео. Всем большое спасибо, что провели это время со мной. Всем пока, до новых вкусных рецептов.